Всем здорово! Сегодня у нас будет видос по GTA 3. GTA 3 в свое время по-настоящему стал революционной, ведь вот оно чудо, свободный мир в полноценном 3D, огромная по тем меркам область для игры, город Либерти-Сити. Эта игра стала первой GTA с полноценным городом, со своей уникальной атмосферой. Синюшность, гроза, дождь. Ведь Либерти-Сити именно такой. Однако, насколько родным не был бы этот город для игроков, в нем есть достаточное количество изъянов. Сегодня я бы хотел рассказать про географию и структуру города Либерти-Сити 3D вселенной и обсудить проблемы этого города. А если говорить точнее, проблему игровой карты в GTA 3. Конечно, я понимаю, что на те времена и такой открытый мир давал защику абсолютно всем играм, но все же, предлагаю сегодня взглянуть на этот город по-другому. Приглашаю вас в свой телеграм-канал, там связь со мной, с моим комьюнити, мемы по GTA и не только. А еще иногда бывают сборки по GTA играм. Вообще не будет лишним туда зайти на самом деле. Ну ладно, пора уже к видосу. Итак, вот у нас есть город, основанный на Нью-Йорке, Либерти-Сити. Очевидно, что это самый опасный город в GTA в принципе, если не учитывать Мэнхант с карцером. Кстати, видос про самый опасный город в GTA можете посмотреть по подсказке, вот она сейчас вот будет. А это значит что? Это значит очень много опасных бандитов в этом городе. Об этом чутка позже, а сначала обратимся к началу игры, когда Клод, Катарина и шестерка грабят банк Либерти. Все мы знаем, что будет дальше. Клод отправляется в Бутырку, но... Вы не задумывались, где находится этот банк? Конечно же, его нет в этом городе. Точнее, на карте. Или есть. Я давно знаю, что это город-призрак за пределами карты. Но Rockstar не были готовы, что кто-то сможет это увидеть без камхаков или камхантов. Все дело в самолете Додо, из-за которого виднеются все прелести карты, в том числе дрявые ненастоящие крыши домов. И, конечно же, тот самый город-призрак. Там и находится банк из катсцены. Раз уж речь зашла про Додо, то стоит поговорить в целом про карту. Что это такое? У большинства домов просто в верхней части нет текстур, для чего видна пустота, или просто можно влететь в здание. Ну, не знаю, не очень хорошо смотрится в игре 2001 года. Кстати, с этим связан один интересный факт про GTA Liberty City Stories. Там очень трудно получить вертолет, хотя игровой движок, который точь-в-точь как в Vice City, позволяет летать. Вертолет забирать очень трудно. Так вот, все-таки умельцы сделали подборку способов, как украсть вертолет. Если хотите, могу в принципе тоже сделать такое фастовое видео. Так вот, там если подняться в воздух на вертолете, то мы увидим точь-в-точь картину как в GTA 3. Пустые крыши домов и проблемы с текстурами. Все дело в том, что Rockstar поленились сделать полноценную карту. И взяли просто готовую GTA 3 и слегка доработали до уровня сторисов. Полноценные крыши с коллизией появятся только в GTA Vice City. Вернемся на минуту на землю. Вот я сейчас говорил про банки, что там только один, и то он призрачный. Но нет. Миссия Get Away на Джоуи Леон, и мы помогаем Леону ограбить банк в Портленде. И это единственный банк на весь Либерти-Сити, на секунду на весь Нью-Йорк. Я понимаю, что вот, игровая условность, но что мешало разрабам сделать хотя бы если один, то в Стаунтоне, в деловом районе, где весь бизнес, все богатство и вся экономика. Раз уж мы заговорили про здание, то давайте подумаем кое о чем. Вот игра GTA, про угон машин. В Нью-Йорке какое население? Ну большое. И очевидно, значит и машин много. Так, стопы, а откуда машинам брать бензин? Заправок, конечно. А теперь давайте вспомним, сколько заправок в Либерти-Сити. Одна, в Портленде. Вы просто представляете, как это непрактично. Просто представьте, как регулярно каждую условную пятницу тут стоит очередь в 6 километров из машин. Для того, чтобы просто заправить свой автомобиль. Чтобы просто существовать и как-то пытаться заработать. Помните, я говорил вначале, как Клода поймали после ограбления фантомного банка? По новостям диктор говорит о нападении колумбийцев и диверсии на мосту во время транспортировки преступников Либерти в тюрьму Либерти-Сити. Да-да, именно в тюрьму. Ведь газета про 10 лет тюрьмы за любовь и приговор суда все рассказывает. Так вот, Клода на какой-то хер везут в Портленд, несмотря на то, что в Портленде, в Стоунтоне, Шорсайд-Вэлли особо нет никаких тюрем. Ну может быть в Либерти-Сити тюрьма при полицейских участках? Тогда на какой хер Клоду надо везти именно в Портленд? Полицейский участок Портленда в 3 раза меньше участка в том же Стаунтоне. Даже если, допустим, его везли в Портленд, то как с аналогичной задачей справлялась полиция в 98 году, когда мост был на ремонте, а туннель через все острова даже не был еще отстроен? Вот как достать клевый автомобиль в Портленде? Конечно же, в первую очередь приходит в голову поехать в автосалон и украсть оттуда банши. И это единственный автосалон на весь Либерти-Сити. И опять заметьте, что этот самый единственный автосалон вновь расположен в самом нищем районе, Портленде, для рабочих. Так же, как я и сказал, Либерти самый опасный город в принципе. Но у военных даже полноценной базы нет. Что? Это не база. Это чисто склад оружия Фила Кэссиди с танком и флатбедом. Из всего этого вытекает следующая проблема – наполнение и внимание к деталям. Если говорить про детали, то Портленд лучший и самый запоминающийся этап игры. Простые примитивные квесты по развозу шлюх, прикольная война банд, а еще мелкие детали и атмосфера. А вы знали, что это место работает по часам и открывается и закрывается в определенное время? А вы прислушивались к звукам на улице? Например, вот расслабляющий музон в клубе Луиджи.
Вот сексинг в домах Хёбберн Хайтс. Вот музычка в клубе Сальваторе. И таких примеров в Портленде очень много. Поэтому тут и автосалон, и заправка, и банк, и все-все-все. С остальными островами Рокстары так не сделали. Стаунтон запомнился чисто адскоржопскими квестами, если вы новичок. А в Шорсайде мы бегаем процентов 10 от сюжетки вообще. Поэтому Портленд самый проработанный и готовый остров. В нем игрок проведет большинство времени. В приоритете что раньше было у молодежи? Похер на сюжет, вырубаем читы, запасаемся оружием и херачимся с ментами до последнего. Давайте затронем прохождение игры как для новичка. Играя в GTA, а тем более старые, где было не до казуальщины, надо очень хорошо разбираться в игре. Ведь старые игры особо не прощают ошибки игрока. Например, вот так тебя накажут за то, что ты поспешил и не распикал угол. Там стоит чел с М16. Так вот, для игрока будет очень сложно ориентироваться в игре, ведь карты в игре нет, а только вот такой радар. Из-за этого может быть трудно искать ларьки кофейные, искать нужный путь добраться до аэропорта в миссии на мушке Рэя Мачовски. Трудно будет, когда придется ехать с острова на остров, чтобы, например, пригнать тачки в миссии на Короля Куртни. Также разрабы завафлились касательно карт с одним моментом, с Чайнатауном. На карте это место выглядит так, как дорога, но на самом деле тут блокираторы, и понятное дело, никакое авто туда проехать не сможет. А карта радар впервые появится только в GTA Vice City, через 3 года после выхода GTA 3. Раз уж мы поговорили про картографию, то можно поговорить и про физическую карту города Либерти Сити. Вот вам никогда не казалось, что город спроектировал какой-то дурачок? Ведь я не могу объяснить, например, существование вот такого места. Кто-то правда едет в объезд по дороге? Конечно нет. Когда едешь на миссию Джоу и Леоны, просто скипаешь этот момент и едешь напрямик, прямо сюда. Логичнее было бы просто соединить эти две части дороги. Или может давайте поговорим про Шорсайд Вейл, где он весь выглядит ну очень душно. Трехэтажный район какой-то, а в совокупности с отсутствием карты это вообще будет адом для новичка в игре. Из-за этого пройти миссию медика там практически невозможно. Вы можете сказать, что я просто странный казуал и все. Но я рассказываю просто с трезвой головой. Давайте вспомним, что было в 1988 году. Разлив нефти в воду Либерти Сити, из-за чего вся вода летальна к людям и убивает за считанные секунды. Зная это, власти никак не позаботились о безопасности граждан. Просто представьте, сколько людей дохнут от воды в Либерти, учитывая, что игрок в среднем за всю игру умирает от 3 раз уж точно, если не потеть. Но я не знаю, у вас поезд проходит в считанных метрах от этой смертельной воды, вот у вас набережная, ну поставьте бортики, я не знаю, так при погонях и полицейских меньше будет гибнуть, и вообще все будут меньше умирать. Ну и напоследок хотелось бы сказать о багах, но это уже не такая прям предъява, баги есть баги, они есть везде, во всех играх. Например, вот такие дыры в карте, что помогает пересекать острова. Или вот вообще рандомная дырка в каком-то непонятном месте. Вот, в общем-то, и все. Вот такие проблемы города Либерти Сити 3D вселенной GTA. Конечно, большинство сказанного можно оправдать банальной игровой условностью, но я просто захотел поразмышлять. И вышло вот такое вот информативное видео. Не знаю, можете его таковым считать, а можете не считать. Несмотря ни на что, я люблю GTA 3. Что вы думаете на этот счет? Пишите свое мнение в комментарии, я все прочитаю. Если видео понравилось, можете поставить лайк и подписаться на канал, если хотите еще такого контента по GTA играм. Всем пока!